Всем привет, ребята! Что вам помогает всегда оставаться в спортивной форме? Правильное питание, фитнес, мотивация – это, конечно, все понятно. Но наш прогресс никогда не стоит на месте и всегда хочет упростить нам нашу жизнь. Сегодня я вам расскажу о своих любимых приложениях на телефоне, которые мне помогают всегда оставаться на волне спорта. Так что, если вам интересно, что же находится в моем помощнике, продолжайте смотреть это видео. Совсем недавно я перешла с системы iOS на Android. И самое главное для меня было то, что теперь уже у меня нет ограничений в памяти, то есть я могу нашпиговать свой любимый телефон любыми приложениями. И вот недавно я протестировала очень много приложений фитнес-характера, которые могут помочь мне в моих целях и также могут понравиться вам. Так что давайте посмотрим, что же мне понравилось и что мне помогает на сегодняшний день. Итак, первое приложение, которое у меня здесь стоит, это MyFitnessPal. Это приложение еще давненько мне посоветовали вы, мои подписчики. Оно у меня стояло на моем айфоне, и здесь я его тоже установила. Мне кажется, это лучший дневник, который существует сейчас в приложениях для фитнеса. Здесь очень много разных функций. Есть также платные какие-то разделы, но даже бесплатными можно пользоваться. В начале регистрации вы заводите свои параметры, что вы хотите: похудеть, набрать мышечную массу или же просто удерживать вес. То есть разные какие-то категории. Вы вводите свой вес, вес желаемый, ваш рост, ваш пол, то есть какие-то основные данные, и вам эта программа задает вашу калорийность. Также вы можете следить, сколько белков, жиров, углеводов, каких-то калорий и так далее вы потребляли за целый день. Также здесь можно заводить блюда, которые вы кушали, допустим, на завтрак, обед, ужин, какие-то перекусы, упражнения, которые вы выполняли. Можно смотреть по графику, сколько у вас углеводов, жиров и белков, то есть в таком кружочке. Это очень полезно, потому что какое-то соотношение нужно для какой-то определенной цели. В общем, очень много разных функций, и это действительно как такой дневник, который можно вести каждый день и следить за своим прогрессом, что самое главное. Поэтому обязательно вам советую это приложение, чтобы его установить. И следующее приложение, о котором я вам расскажу, это напоминалка о приемах пищи. Не каждому по силу питаться 5 раз в день, кто-то привык 2 раза кушать, а то и 1 раз, но так чтобы точно наверняка. Поэтому здесь в этом приложении также и объясняется, почему же вы должны питаться часто. И настройки здесь стоят, допустим, во сколько у вас первый завтрак начинается, второй завтрак, ланч, обед, ужин, то есть 5 приемов пищи. И вы это время можете сразу же изменять, во сколько примерно вы будете кушать, и вам будет приходить на телефон ваше уведомление. Его, кстати, очень сложно пропустить, там нужно раза 3, наверное, точно нажать. И здесь еще можно поставить дополнительный перекус, то есть не только 5 приемов пищи, но и 6-й можно добавить. В общем, классное приложение, обязательно вам советую его. И поехали дальше. Дальше у меня стоит приложение для того, чтобы научиться достаточно пить воды в сутки. А если вы помните, были такие тамагочи, вот в принципе в этом плане выполнено это упражнение, называется Plant Nanny, вроде бы так. Здесь вначале вы выбираете растения. Тут есть плющ, одуванчик, кактус, папоротник, и все вроде бы. Можно горшочки разного цвета выбирать. В общем, очень веселые настройки здесь. Вы можете ему имя какое-то придумать. В общем, я выберу плющика. Назову его Иннокентий. Пусть будет так. Также вы можете выбирать здесь разные емкости, которые вы будете поливать этот ваш цветочек, то есть себя поить. К примеру, там 200, 300 миллилитров и так далее. Допустим, у вас есть какая-то определенная чашка, и вы вот столько с нее пьете. Это будет очень удобно. Можно создавать эти чашечки и поить ваше растение. И что самое обидное, если вы не будете пить достаточное количество воды, ваше растение, ваш плющик Иннокентий умрет. Дальше у меня стоит вот такая вот табличка, приложение о гликемическом индексе. Очень полезная штучка для тех, кто следит за своими углеводами. Здесь также тоже объясняется, что такое гликемический индекс, что такое гликемическая нагрузка, почему эта таблица полезна и так далее. Все эти продукты распределены в таблице с низким, средним и высоким гликемическим индексом. Вы можете выбить себе сразу же, допустим, вот зелененькие углеводики с низким гликемическим индексом, средние или же высокие, чтобы, допустим, знать, что вам нужно употреблять, что не нужно. Дальше я хочу вам рассказать о двух
двух приложениях, которые уже связаны с моим фитнес-браслетом, который недавно у меня появился. Это браслет от Sony Smart Band 2. Многие из вас у меня спрашивали, как он мне, что он, для чего он, как он работает и так далее. Работает он у меня с двумя этими приложениями. Первое приложение Smart Band 2, так и называется. И здесь я могу сразу же определять, какой у меня пульс. И это, наверное, самая главная причина, почему я люблю этот браслет, потому что он определяет частоту моего сердечного ритма, что самое главное для меня в моих кардиотренировках. И вообще для тех людей, которые тренируются часто, и особенно для тех, которые худеют, очень важно находиться в зоне пульса от примерно 120 до 150 ударов в минуту. Это самая лучшая зона с вашего жиросжигания. Если меньше, то ваша тренировка, кардиотренировка не совсем эффективна. Если больше, то, конечно же, это опасно для вашего здоровья. Естественно, он считает ваши шаги. Для меня это тоже очень интересно. И в основном моя кардиотренировка начинается с похода в сам тренажерный зал, и я прохожу довольно-таки внушительное количество шагов, километров. Вы также можете отслеживать ваш сон, допустим, во сколько вы легли спать, когда вы проснулись, когда у вас был глубокий сон, неглубокий. И еще вы можете ставить будильник, он вибрирует, и, кстати, нет какого-то ужасного звука. Мне, конечно, не совсем может быть достаточно зарядки, его нужно заряжать примерно раз в 2 дня. Мне кажется, это немножко маловато для фитнес-браслета, но все-таки он исполняет свою роль. Я не думаю, что все прям нуждаются в фитнес-браслете, но вот когда он у меня появился, я поняла, что я уже не совсем могу без него. Даже когда я забываю свой телефон дома, он вибрирует и говорит мне о том, что я забыла телефон. А также в приложении LifeLog очень классно. Я могу отслеживать свою социальную жизнь. Сколько я просидела ВКонтакте по времени, сколько в Инстаграме, сколько я послушала музыку по времени, сколько я сделала фотографий, сколько я сняла видео. В общем, это, конечно, очень интересно. Иногда это даже пугающе, потому что я вот так вот постоянно нахожусь с этим телефоном. Здесь в этом же приложении вы можете посчитать, сколько калорий вы сожгли. Я думаю тоже, что это не совсем может быть точно, но все-таки интересно как-то. И ваш пульс, то есть графа вашего пульса, что тоже для меня очень важно. Когда я надеваю этот браслет, у меня строится вот такой вот график. Здесь мне очень интересно наблюдать во время тренировки, что происходит с пульсом. Даже когда я волнуюсь, я вижу вот такой вот всплеск эмоций, вот такого пульса на этом графике. В общем, очень интересный гаджет, который тоже, опять же, мне помогает. Если вы хотите выиграть такой же фитнес-браслет, как у меня от Sony, то вы можете поучаствовать в конкурсе. Условия безумно простые, и отнеситесь к ним творчески. Нужно сфотографировать свой идеальный фитнес-набор и добавить хэштег «Хочу Smart Band 2». Ну и поехали дальше. Дальше у меня приложение таймер, которое я постоянно включаю на своих кардиотренировках, которые я выполняю, допустим, по системе Табаты. Я выбираю время, сколько у меня будет длиться основной мой круг с упражнением, когда у меня будет, допустим, отдых, когда у меня будет разминка и когда у меня будет брейк, да, допустим, между этими циклами. Все это можно увидеть на экране. Здесь можно включить озвучку вместе с пиканьем, вместе с голосом, которая будет вам обо всем этом напоминать. Можно установить свою музыку во время того, как вы выполняете это упражнение. Можно забить себе напоминание, когда у вас будет тренировка. В общем, наверное, самый крутой таймер, который я нашла вообще в приложениях всех по Android. Так, дальше у меня здесь приложение «Упражнения для глаз». Это очень необходимое приложение для тех ребят, и вообще, наверное, мне кажется, для всех, кто сидит очень часто за компьютером, даже за телефоном. Это классная зарядка для вашего зрения, которая в какой-то мере, наверное, может помочь улучшить ваше зрение, потому что ваш глаз – орган, который может привыкать к какому-то плохому зрению, к хорошему, то есть вы это все дело тренируете, и не нужно недооценивать такие упражнения, хотя бы раз в день, утром, я думаю, лучше, наверное, тренировать ваше зрение. Здесь очень простые, очень доступные для всех упражнения, которые тоже помогут улучшить ваше зрение. Так что пользуйтесь обязательно. Дальше у меня здесь мой календарь, женский календарь. Я думаю, наверное, это должно находиться у каждой девочки в телефоне. Не будем сюда заглядывать. Я думаю, все должны установить это приложение на телефон. Дальше у меня пошли уже более такие увеселительные программы, приложения. И первое приложение – это «Путь воина». Здесь, получается, вы выбираете персонажа сначала, мальчика или девочку, и все в стиле бокса. То есть какие-то такие кардио-силовые тренировки. Здесь очень много карт
прохождения, допустим, вот видов тренировок. Первая карта, к примеру, с отжиманиями, с ударами, какими-то хуками, хаками, как это называется, я не знаю, в боксе, но все равно очень интересно. И вы как будто прокачиваете своего персонажа здесь, но на самом деле прокачиваете здесь себя. В общем, очень интересное приложение, так что обязательно попробуйте. Дальше у меня приложение City Fletcher. Если кто знаком с этим персонажем, с этим тренером, то вы, наверное, должны знать его. Конечно, это очень харизматичный человек, и своими какими-то мотивационными репликами он вдохновляет очень много, даже по сегодняшний день. Если, допустим, у вас не хватает мотивации во время тренировки, вы включаете его рэпчик, и это очень качает. Конечно, здесь очень много нецензурной лексики, но это очень классно. Я вам серьезно советую установить это приложение, особенно для тех, кто знает этого персонажа. Это будет просто обалденная находка. И два последних приложения тоже от небольшого такого персонажа, который недавно появился в соцсетях. Это Шиа Лабаф, я не знаю, честно, как произносить правильно его имя, но все, наверное, помнят это видео на зеленом хромакее, как он снял. Do it! Just do it! Опять же, мотивационные такие приложения, которые помогут вам воодушевиться и начать свою тренировку. Первое приложение так и называется Just Do It. И здесь очень примитивная игра. Там нажимаете на эти кружочки, которые с бешеной скоростью вылетают. И каждый раз, когда вы их нажимаете, звучат реплики этого Шиа Лабафа. И последнее приложение тоже Just Do It. Здесь такой вот таймер, счетчик, что ли. Вы можете поставить время, когда будут звучать эти же реплики. Вы можете включать одновременно вашу музыку, ваш плейлист на телефоне. И помимо этого будут еще звучать эти реплики. Допустим, играет, к примеру, какая-то музыка, вы занимаетесь тренировкой, там у вас день ног, допустим, сегодня вам тяжело выполнять упражнения, и тут вдруг Just do it! И вот так вот на протяжении всей вашей тренировки. В общем, это очень смешно, мне кажется, и это очень мотивирует, допустим, во время тренировки, когда вот... Some people dream of success, while you're gonna wake up and work hard at it. Почему бы нет? Вот такие веселые приложения тоже должны находиться, мне кажется, в любом телефоне. Ну, в принципе, наверное, на сегодня и все. Я надеюсь, чем-то я вам помогла, какие-то приложения вам подсказала. И также пишите ваши любимые фитнес-приложения, которые помогают вам в спорте, в фитнесе, в вашем питании, в вашей мотивации, вообще по жизни, которые вам помогают действительно. Пишите все это дело в комментариях. Мне и всем, я думаю, будет очень полезно. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео, в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока. Ой, мне тут напоминалка, что мне нужно кушать. Все, пока.